Добрый день. В эфире программа «Территория гласности», и у нас сегодня в гостях Николай Сванидзе, журналист-историк. Здравствуйте. Добрый день. Николай Карлович, считаете ли вы себя свободным человеком в жизни, в профессии? Ну да, свобода, она как счастье, она находится внутри человека, поэтому Герцен писал в свое время, эта фраза очень нравилась Льву Николаевичу Толстому, что нельзя народ освободить больше, чем он свободен, нельзя народ освободить больше снаружи, чем он свободен изнутри. Это же относится и к человеку. Я себя считаю человеком внутренне свободным, да. В профессии, естественно, не настолько свободен, как внутренне, потому что в профессии могут быть какие-то рогатки, трудности, не все всегда можно говорить, но в любом случае я никогда не говорю того, чего я не думаю. Я не всегда имею возможность сказать все, что я думаю, но врать не вру. У нас здесь был Владимир Познер, который рассуждал о правилах игры на государственных телеканалах. И он как раз сказал о том, что, работая в эфире, он все-таки вынужден считаться с определенными правилами игры. А вы как решаете эту проблему? Так же, как и Познер, я думаю. Тоже вынужден считаться с определенными правилами игры. Вынужден считаться с тем, что я не один, у меня есть команда. Есть там у меня начальник, с которым я, помимо прочего, в дружеских и уважительных отношениях, которого я тоже не имею права подставлять. Вот, поэтому какие-то вещи, которые говорить было бы в данном случае не вполне правильно, я оставляю при себе. А есть вещи, о которых вы не можете рассказывать, но хотели бы? Конкретные вещи какие-то, конечно, есть, о которых я там узнаю по тем или иным причинам не могу рассказывать, конечно. Вы, как автор исторических и аналитических программ, как полагаете, какие выводы общество и власть сделали уже, а какие еще нет до сих пор? Сделали из чего? Из исторических событий, которые складывались в последние 10 лет, скажем, которые влияют на свободу выбора, свободу слова в нашей стране. Мне кажется, что из событий последних 10 лет выводы еще никакие не сделаны вообще. Ни обществом, ни властью. Последние 10 лет еще не отрефлексированы, не проанализированы и никак не отстоялись в нашем сознании. Покойный Егор Тимурович Гайдар, он много писал в последние годы о том, что, скажем, благоприятная конъюнктура цен на энергоносители, она вредна для экономики страны. Потому что идут деньги, падают с неба, только успевай рассовывай по карманам, и никаких проблем. И не нужно задумываться о том, чтобы диверсифицировать экономику, о том, чтобы менять ее структуру. А кризис разве поправки не сделал? Кризис, на мой взгляд, серьезных поправок не внес. Я пока их не наблюдаю, потому что мы не видим ни движения в сторону демонополизации экономики, ни движения в сторону разгосударствления экономики, ни движения в сторону каких-то политических реформ, то есть реального разделения властей, независимого суда. Видно, что хотят, но